День 1598. Алекс на связи. Понятно, что умный дом – это какой-нибудь компьютер, какие-нибудь датчики, интеграции, подключение к интернету. Если собирать на нем информацию об автомобиле, то ее можно как-то использовать в сценариях и делать разные напоминания, связанные с автомобилем. Умные машины обычно сейчас уже так и называются. Но, конечно, они, как и любые другие умные смарт-устройства, не сильно умные и точно не интегрируются с системами умного дома. По крайней мере, производители, конечно, не будут как-то делать и систему умного дома, и автомобиль одновременно. Ну, может быть, только какая-нибудь Xiaomi созреет и будет делать и автомобили, и систему умного дома продолжит делать тоже. Я пока для себя решил просто собирать информацию о перемещении автомобиля. Для этого я сделал решение такое, что просто с телефона я захожу в специальный Telegram-бот и включаю в нем функцию делиться геолокацией. И это отправляется информация в систему умного дома, и я ее там просто сохраняю. Параллельно я еще делаю расчет изменение координат и пройденное расстояние этим телефоном, ну, точнее, этим автомобилем. И, конечно, тут важно не только включать своевременно эту функцию делиться геолокацией, потому что в Telegram она максимум можно только включить на 8 часов, и когда, например, я еду куда-то очень долго, то, конечно, приходится на какой-нибудь очередной заправке перезапускать и проверять. Если осталось мало времени, то я просто выключаю и включаю заново. Потом, конечно, я могу в системе умного дома сделать специальную карту, на которой я тоже могу посмотреть все перемещение. У меня записывается, сколько расстояния пройдено. Но здесь важно не только включать этот бот, эту функцию, а еще и выключать. Потому что если через какое-то время, например, я вышел и иду пешком или использую какой-то общественный транспорт, то у меня он все равно продолжает считать, как будто это перемещение автомобиля. И потом будет непонятно, как эту информацию вообще использовать. Ну, по большому счету, мне, конечно, эти координаты пока особо не нужны. Я раньше записывал просто все маршруты свои с помощью специальных программок, встроенных в навигатор. А потом просто нашел приложение, которое позволяет записывать только сам трек без функции навигации. И сохранял эти треки для какого-нибудь анализа, сколько было пройдено километров и другой информации. Но, в принципе, если эту информацию получать от машины, то можно, например, и правильно отслеживать ее, то можно, например, рассчитать, сколько было пройдено, сколько примерно было потрачено, например, топлива, и каким-то образом делать напоминалки о том, что нужно там заправить машину или еще какие-то действия сделать. Но чтобы не забывать включать телефон или выключать, когда я использую автомобиль, то была идея поставить в автомобиле какой-то телефон или планшет, чтобы он там находился постоянно, сделать ему постоянное питание, и чтобы с него уже это все работало. Но постоянно включенным оставлять в машине вроде как не очень безопасно, и, наверное, лучше так тоже не делать. Вместо Телеграма я потом нашел специальную программку, которая позволяет, в принципе, использовать геолокацию вполне неплохо. И причем эта сама программка, она по практике казалось, что фактически не влияет на расход батареи и делает отправку в систему умного дома. Там можно настроить по-разному. Если движения нет, то он отправляет очень редко. Если не видит спутники, то тоже может отправлять, используя GSM. И показывает при этом, что качество сигнала не очень хорошее. И это тоже можно правильно обработать. Либо используют какие-то, допустим, другие источники информации, как Wi-Fi точки. Ну и плюсом, что можно отслеживать не только геолокацию, но и параметры этого телефона. Если, например, он подключен в автомобиле, то можно
вполне неплохо видеть, какой идет ли заряд этого телефона, какой у него остаток заряда в аккумуляторе. И, в принципе, даже можно сделать какое-нибудь решение, например, ту же умную розетку подключить к этому телефону и, например, на телефоне Wi-Fi раздать даже можно. И тогда можно этой умной розеткой каким-нибудь реле управлять и включать или выключать питание этого телефона, чтобы не постоянно он был включен. Такие реле у меня есть. Это реле на базе ESP01. Это версия упрощенная, самая первая ESP8266, в которой очень мало разных выводов сделано, но этот модуль идет в сборе вместе с реле, и он работает до 5 вольт от USB. То есть, по идее, можно его просто подключить от USB адаптера, и телефон, собственно, и само реле, и таким образом будет можно управлять включением и выключением зарядки этого телефона. Либо просто сделать напрямую там от 12-вольтового питания, сделать какой-нибудь понижающий. Есть у меня модули, которые с 12 вольт до 5 могут понизить. И тоже тогда можно будет просто подключить и, в принципе, использовать это реле в машине. Но если, конечно, постоянно будет включен какой-то телефон в машине или какое-то реле работать, то не очень понятно, сколько хватит вообще аккумулятор автомобиля. Но на самом деле можно отслеживать и напряжение бортовой сети, и если какие-то расход достаточно большой или вдруг вообще сел аккумулятор, то можно с этого телефона отправить сообщение в систему умного дома о том, что заряд прекратился, например, или что напряжение питания сильно упало, и с помощью этого напоминания там своевременно прийти и, например, там зарядить или завести автомобиль и зарядить аккумулятор. Ну и также вообще это микроконтроллер, например, можно использовать вообще как мини-шлюз умного дома, ну или так умного автомобиля, что на нем можно, в принципе, и поднять и веб-сервер небольшой, и, в принципе, разные сценарии обрабатывать, связанный с, допустим, передвижением автомобиля. И он может также по Wi-Fi подключаться, ну, через телефон, например, подключаться к умному дому, получать параметры какие-то, и сам передавать может. И, например, и вместо ESP01 можно использовать более продвинутый модуль, например, ESP32, в котором уже есть и поддержка BLE, и можно будет, например, разные устройства отслеживать, которые находятся в автомобиле, и эту тоже информацию передавать в систему умного дома, и тоже какие-то делать сценарии на основе этого. Ну и если это какой-то частный дом или дача, то можно, отслеживая координаты, вообще заранее, например, включать обогрев на даче или открывать ворота при подъезде автомобиля. То есть, в принципе, можно довольно много интересных функций тоже реализовать, понимая, где сейчас находится автомобиль. Еще была идея такая, что допустим, этот микроконтроллер, например, он тоже может как точка Wi-Fi работать. И если, например, обнаруживается либо как Wi-Fi, либо через LE обнаруживается присутствие, например, этого автомобиля около гаража, например, то может либо включиться камера и распознать этот автомобиль, либо просто понимая, что, допустим, такой-то микроконтроллер с таким-то идентификатором Bluetooth появился в зоне действия, то система умного дома может просто сделать сигнал на, допустим, на открытие гаража. Ну и не так давно я тоже приобрел сканер для подключения к машине автомобиля. Он тоже работает по BLE, и можно его подключать к телефону.
но пока нет нормальных решений, которые позволяют, например, той же ESP32 подключиться к нему и как-то обрабатывать эту информацию и отправлять в умный дом. Было бы совсем интересно, если бы с помощью шины я бы мог в систему умного дома отправлять разную информацию об автомобиле, там, скорость движения и еще какие-то значения бортового компьютера автомобиля.